Привет! Севастополь создавался как главная база Черноморского флота. Изначально все, что было с ним связано, строили у бухты в балках, а на холмах и склонах делали жилье. Архитектура Севастополя конца 19 века была уже эклектичной. Фасады оформляли в неоренессансных формах. Иногда встречалась неоготика. В начале 20 века к ним добавился модерн. Потом в 20-х годах появился конструктивизм и рационализм. Оба этих направления отвергали всякое украшательство. Только простые геометрические объемы, только хардкор. После Великой Отечественной войны на весь город не до конца разрушенными остались стоять только несколько домов. Севастополь отстраивали заново. Создавали его разные архитекторы, но все они работали в одном стиле. Сегодня архитектурный образ Севастополя, тот, который остается в памяти после приезда сюда, это именно то, каким центр города был построен в 50-х годах, с использованием классической ордерной системы. Это не ренессансный стиль только в морской и южной трактовке. Почти все здания в период восстановления дополнились лоджиями и балконами, украшались башнями и ротондами на крышах. В целом это выглядело как гармоничный ансамбль южного города. Объекты вне центра города делали более лаконичными по форме. Это бывший ДКР, торговый комплекс «Океан», кинотеатр «Россия» или гостиница «Крым», для которой было найдено очень удачное место. Но некоторые проекты смотрятся не лаконично, а скорее простовато, как гостиница «Украина» на площади Ушакова. На контрасте с окружающими зданиями она выглядит как общага. Иногда у зданий радикально менялись их функции. Например, рядом с гостиницей «Украина» есть бывший кинотеатр «Дружба». У кинотеатра «Дружба» дружбой не пахнет. Изначально это была католическая церковь. После войны от нее остались одни развалины. К уцелевшему торговому фасаду пристроили застекленный вестибюль и получился кинотеатр. Сейчас здание опять отдали католикам. Похожая история была со спортзалом «Спартак» на Большой Морской. Раньше здесь была кенаса. Это молельня для караимов, этнической группы, которая исповедует караимизм. В 50-е годы, как и по всему Советскому Союзу, в Севастополе начали появляться хрущевки. Потом чуть более комфортные брежневки, причем из блоков инкерманского камня. Потом пошло комфортное жилье по чешскому проекту. Эти пятиэтажки так и назывались чешки. В конце 80-х пошли гостинки, улучшенки и малосемейки. Земля в Севастополе дорогая, поэтому застройщики стараются строить не ниже 7 этажей, при том, что комфортное жилье не может быть выше 5. В начале нулевых в Севастополе появился свой собственный постмодернизм, путинские и кучмовские дома, а чуть позже и Колизей. Они так называются, потому что первый был построен при содействии президента России для российских военных, а второй при содействии президента Украины для украинских, а третий просто круглый, как Колизей. Кучмовский дом строился по проекту Нуниса Яновского, про которого шла речь в видео об архитектуре изоляции в Барселоне. Если не видели, вот ссылка. Правда, Нунис утверждает, что проект сильно изменили украинские архитекторы, а он хотел его сделать еще более гигантоманским. В конце нулевых и начале 15-х начался архитектурный беспредел. На месте бывшего сквера между главпочтампом и жилым домом на Большой Морской построили 10-этажный торгово-офисный центр «Диалог». Помимо того, что само здание выглядит дешево и неуместно в общем ансамбле, из-за него еще и убрали лестницу, которая вела с Большой Морской на центральный холм. В видео про современную архитектуру Киева был антирейтинг с худшими зданиями и лицами их архитекторов. В случае с Севастополем найти авторов каких-либо современных построек еще сложнее, чем в Киеве. Естественно, если ты проектировал такой отстой, как «Диалог», то помимо психологической травмы можно банально получить пиздец от местных жителей, если тебя узнают. Поэтому авторство этого архитектурного дна скрывается. Здесь личность архитекторов и не так важна, потому что они выступали как безвольные чертежники. Все решения принимал собственник Александр Приходько. В Севастополе он также известен как владелец ресторана для элиты «Рыбацкий стан». Он рассказывал, что люди, связанные с бывшим губернатором Овсянниковым, требовали от него взятку, чтобы они узаконили «Диалог».
Как рассказывают СМИ, он эту взятку и дал. Теперь рыбацкий стан принадлежит отцу бывшего губернатора. Сейчас у диалога частично демонтировали 2 уровня. И наконец-то открыли лестницу. Это, конечно, лучше, чем ничего, но все равно это в очередной раз показывает, какой архитектурный беспредел у нас возможен. И как-то потом можно будет все порешать. Он продолжает стоять прямо напротив одной из главных церквей Севастополя, Покровской. Он как middle finger, воткнутый в самый центр Севастополя, как бы говорил: ребята, здесь можно творить все что угодно, всем пофиг. Ребята прислушались, и следующий удар был в сердце. 2 высотки с апартаментами появились прямо на пляже Хрустальном. Они полностью испортили силуэт мыса с его вертикальной доминантой штыка и паруса, а это главный силуэт города, который видно с Приморского бульвара и с центрального холма. Они заблокировали входную группу на пляж. Ну а их вид — это просто безнадежное дешевое говно, кровь из глаз. В народе их прозвали голубыми унитазами. Главным архитектором города, который все это допустил, был Валерий Солодов. Безвольных чертежников, которые это сделали, как уже говорилось, найти сложно, но известен владелец этого позора. Это Эдуард Юркевич. Он же владелец ресторана «Казбек». Я еще был ребенком и даже не думал быть архитектором, когда Хрустальный застраивали этим говном. Но уже тогда мне было больно на это смотреть. Было понятно, что это будет стоять здесь долго. К сожалению, так и получается. Еще одна показательная история была тоже на мысе Хрустальном возле памятника солдату и матросу. Там был одноэтажный магазин. Его выкупили и решили переделать в 16-этажку в историческом центре города. Решение подписал уже следующий главный архитектор города Валерий Мухин. По его словам, он знал об ограничении этажности застройки, но проведя ряд совещаний, пришел к выводу, что высотки над морскими воротами города будут смотреться органично. Но не мудак. В 2014 году уже российская прокуратура решила снести самострой, и ее показательно взорвали. Правда, с первого раза не получилось. Но после второго взрыва она лениво завалилась на бок. Это был волшебный момент. Он дал надежду, что пришел конец архитектурному беспределу. Сейчас в Севастополь вкладывают федеральные деньги, строят дороги, делают парки, реконструировали Большую Морскую, а также застраивают районы жильем. При многих замечаниях работы в центральной части города выполняются на определенном качественном уровне, а вот застройка спальных районов огорчает. Например, новый район на Камышовом шоссе возле метро. Вместо того, чтобы сделать комфортную для жилья 4-5-этажную застройку с обустроенными дворами и инфраструктурой, они понатыкали морально устаревшие 9-этажки и еще и разукрасили их безвкусными цветами и паттернами. А новая школа в этом же районе. Если поставить рядом пару бобиков, то получится райотдел милиции из 90-х. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням. Само место для школы возле транспортного кольца уже странное. Объемно-пространственное и фасадное решение обсуждать здесь нельзя, потому что его нет. Но начали появляться качественно спроектированные общественные пространства и парки. Например, парк Учкуевка или Матросский бульвар. Это было краткое вступление, а теперь более подробно о самых интересных примерах современной архитектуры Севастополя. Здание, которое есть в сердце у каждого севастопольца, визитная карточка нашего города, его самая узнаваемая и самая высокая башня. Севастопольцы знают это здание как одеколон, потому что он напоминает флакон одеколона, который выпускался в СССР в 80-е годы. Сейчас там находится инновационный IT-кластер, а в прошлом это была штаб-квартира конструкторского бюро «Муссон». Всего в здании 12 этажей плюс 3 технические под шаром. Все это находится на территории бывшего завода «Муссон». Он был единственный в СССР, где выпускали станции спутниковой связи «Волна». Шар на крыше башни – это круглый обтекатель как раз такой станции. На фото другая радиолокационная система – Фурке, но все равно можно понять принцип оболочки обтекателя и что находится внутри.
Также здесь делали системы безопасности на море, бытовую технику и даже компоненты для атомной энергетики. Последняя серьезная разработка бюро – это станция связи «Айсберг». Ее начали изготовлять по заказу «Газпрома», но в эксплуатацию не запустили. Проект закрыло правительство Украины в начале 90-х, после чего дела бюро пошли вниз. В конце нулевых часть завода переделали в самый большой в городе торгово-развлекательный комплекс. Саму башню начали реставрировать в 2019 году. По задумке в ней будет аналог Кремниевой долины. Проще говоря, офисы и коворкинги для IT-компаний с паблик-спейсами. На улице будет бассейн и открытая площадка для конференций. На первом этаже откроется пивоварня. Главный вход в Одеколон через двухэтажный вестибюль. Он соединяет высотный корпус с бывшими промышленными цехами Муссона. Инвесторы решили, что оригинальный, типичный для Севастополя теплый белый цвет здания нужно поменять на кристально-белый. Архитектурный городсовет отстоять аутентичный цвет тоже не смог. Сейчас высотку частично реконструируют, частично реставрируют, заменяют окна на всех этажах. К сожалению, фрамуга окон не совпадает с оригинальной. Изначально шар на крыше был красно-бело-полосатым, смотрелся очень графично и узнаваемо, но за годы красный цвет выцвел на солнце. Шар собирали на заводе, а на крышу поднимали грузовым вертолетом. Сейчас оболочку шара хотят превратить в большой мультимедийный экран. Обещают, что рекламу на нем крутить не будут, но покажут, что происходит внутри офисов. No, God! А по праздникам будут показывать парад и корабли. Под крышей когда-то стояли системы кондиционирования, теперь их перенесут в шахты, а здесь будет полноценный офис с видом на город. На самой крыше откроют смотровую террасу и бар с видом на Парк Победы и Херсонес. На рендерах есть приятный момент, это парк перед зданием, но его здесь не будет. По плану города здесь будет два театра. Один театр танца Вадима Елизарова, другой театр юного зрителя. Инвестор этого амбициозного проекта ИТ Крым. Это дочерняя компания облачного сервиса ИТ Град. По сравнению с изначально заявленными цифрами, количество мест для айтишников в Крыму сократилось вдвое. Половина уехала в Калининград. По понятной причине, через Калининград можно работать на весь мир без ограничений и санкций. В Севастополе нужно обходить многие технические сложности. Например, мои немецкие банковские карты здесь не работают. Многие интернет-сервисы, например Airbnb или Behance, тоже недоступны. Да и насколько я понимаю, ИТ Крым создан компанией ИТ Град специально для Крыма. Иначе Граду бы не дали работать с западными компаниями. Но даже с учетом половины от запланированного изначально числа айтишников в Севастополе и даже во всем Крыму, их не хватит, чтобы занять все пространство будущего IT-кластера. По идее инвесторов, специалисты по IT-технологиям со всей России будут заполнять комплекс. А приехать именно сюда, в Севастополь, им будет интересно по трем причинам. Первое — это климат. Вторая — то, что Севастополь — это полноценный город, в котором интересно жить. Третье — то, что Одеколон находится в центре, в отличие от своих аналогов, которые строят в чистом поле на окраине. По идее, молодых айтишников здесь сначала поселят в так называемые коливинги, по аналогии с коворкингами. Но если по-простому, это просто общаги. По словам директора ИТ Крым Королева, как только специалист вырастает до среднего уровня, а на это уходит от 1 до 3 лет, он уже сможет себе что-то купить или снять. Зарплаты в IT это позволяют. Звучит это все утопично, но чем черт не шутит. Главный корпус кампуса Севастопольского государственного университета, который раньше назывался СПИ или СевНТУ. Он начался в 1951 году с филиала Николаевского кораблестроительного института. Потом это был филиал Одесского политеха. А в 1984 построили новый кампус Стрелецкой балки, о котором и пойдет речь. Это учебно-лабораторные и аудиторные корпуса, библиотека, спорткомплекс и 2 общежития на 1800 мест. Огороженная стройплощадка на площади — это реконструкция библиотеки. Она должна была быть закончена еще в 2020. Кампус проектировали Рыбицкий, Таранов, Янишевский, Медведев и инженер Горшков. Евгений Рыбицкий прославился своим проектом Дома ГБшников в Москве. За него сначала наградили, а потом при Хрущеве лишили сталинской премии за архитектурные излишества. Отсюда и пошло это выражение. Трехлучевая звезда — это главный корпус. Он вместе с библиотекой и актовым залом сгруппирован вокруг центральной площади, которая открывается к морю. У главного корпуса 3 вогнутых фасада. Один фасад главного входа, второй смотрит в сторону центра города,
а этот направлен в сторону моря и смотрит также на шикарные особняки. Идея трехлучевого плана также использовалась в музее обороны Севастополя на мысе Хрустальном. Только там в конце каждого луча планировалась диорама. Построить успели только каркас музея, потом его забросили. И это место стало меккой местных уличных художников. В 2014-м каркас снесли, а сейчас на его месте строят театр оперы и балета по проекту самого Коп Химмельблауа. Об этом проекте будет в предпоследней главе этого видео. А сейчас обратно к университету. Объемы общежитий динамично расположены на холме. Сейчас их реконструируют, то есть оставили только бетонный сейсмоустойчивый каркас, а всю начинку будут менять. Локотоны восстали этому очень рады. На этом кадре поймана общага до реконструкции, а за ней одеколон. А на заднем плане Крымские горы. Скульптурная вентиляционная шахта вполне себе в духе Ле Корбюзье. Очень нравится глубина фасада, она придает какую-то скульптурность ему. Если еще поубирать эти кондиционеры-бородавки, то будет смотреться еще чище и лаконичнее. Хотя это проблематично, так как короба под них не предусмотрены. Модернистская архитектура комплекса и сегодня может выглядеть свежо, если содержать ее в порядке. Мемориальный комплекс 35-й береговой батареи последнего рубежа обороны Севастополя 1942 года. Это, наверное, единственный образец хорошей современной архитектуры Севастополя нашего времени, то есть 21 века. Находится он на территории реальной батареи времен Великой Отечественной войны. Это был последний рубеж обороны Севастополя страшного июня и страшного июля 1942 года. Дальше этой батареи уходить было некуда, только на военный аэродром на мысе Херсонес, откуда адмирал Октябрьский трусливо удрал вместе с командным составом, а погибать вместе с рядовыми остался Борис Михайлов. События здесь происходили действительно трагические. И это отразилось на архитектуре мемориала. Комплекс включает музей внутри самой батареи, пантеон памяти, некрополь, часовню, променад вдоль высокого берегового обрыва. Здесь элементы современной архитектуры связывают милитаристские сооружения этой батареи между собой и превращают это все в музейный комплекс. Все это объединено парком с лунным пейзажем. Ямы, уже заросшие травой, это реальные воронки от попадания снарядов. А это лунки от взрывов бомб, которые целились в башни батареи. Парк сделан на основе наружной планировки территории батареи с элементами оборонительных сооружений и военной техникой тех времен. Это только малая часть всего комплекса. Большая часть находится под землей. Это мега-сооружение было спроектировано в 1910 году еще при царе Николае II. Всего такого рода батареи построили две, эту и 30-ю на северной стороне. Вместе они перекрывали огнем радиус в 40 километров. Батарея похожа на мини-город в скале. Сверху она накрыта железобетонным слоем толщиной в несколько метров. При необходимости она могла существовать автономно несколько месяцев. Ну и вишенками на торте были две артиллерийские пушки. Это колодец одной из двух бронебашен, в которой и располагалась пушка, которая могла вращаться на 360 градусов. Как видно, она полностью разрушена, так как перед отступлением советское командование приняло решение взорвать эти батареи, чтобы ими не могли воспользоваться немцы. Судя по этим бетонным глыбам, выбитым вверх на несколько метров, можно примерно понять, какой мощности был взрыв. Это колодец второй бронебашни, которую разбило еще сильнее. В начале нулевых территорию батареи отнесли к историко-культурному наследию. Проект продвигался и инициативно, и финансово благодаря Алексею Чалому. Это культовая личность в Севастополе. Он ученый-инженер, бизнесмен, причем его фирма Таврида Электрик занимает нишу на мировом рынке. Так, чтобы не вдаваться в политику, скажем, что Чалы – это вдохновитель севастопольцев. Такой севастопольский Стив Джобс. В 2011-м открыли пантеон памяти. Внутри него сейчас находится 40 тысяч имен последних защитников Севастополя.
А это сердце всего мемориального комплекса и комплекса самой 35-й батареи. Это его цитадель, главный вход в казематы. В этих подземельях проводят экскурсии. Они выходят на балкон в скале над морем и к обеим бронебашням. Минималистический обелиск с внутренним пространством – это часовня архистратига Михаила. И по уровню лаконичности формы, скромности и отсутствию декора, я думаю, многим православным церквям можно у нее поучиться. Она напоминает пирамидальную Николаевскую церковь на северной стороне Севастополя по проекту Авдеева. Ее построили в 19 веке, но сейчас она выглядит как самая современная из существующих православных церквей. Черно-белая полосатая башня – это маяк уже наших дней. Вдоль обрыва идет променад с видом на море. Вдоль него сделаны списки всех воинских частей, воевавших в районе Севастополя. Здесь организованы пешеходные дорожки, по которым могут также проезжать спокойно колясочники. То есть здесь есть лестницы, но в том числе здесь организованы пандусы. Для покрытия выбраны натуральные материалы. Организованы вот эти перила для того, чтобы люди не свалились с обрыва. И все это сопровождается этим супер видом на море. Дальше вдоль обрыва реконструированные окопы, рядом с ними дальномерный пункт. И променад спускается к братской могиле. Если цитадель — это сердце мемориального комплекса, то его ядро — это пантеон памяти. Это эмоционально очень мощное место. Снаружи этот динамичный объем разрезан на две части. В одной находится постоянно пополняющийся некрополь, в другой на оси с двумя подорванными башнями стоит сам пантеон. Его башню видно издалека. Когда только подъезжаешь, на ней видна трещина, а ночью она подсвечивается красным. Внутри этого объема и находится зал памяти. Вход в него прямо напротив главного входа в батарею. Внутри собраны фамилии и имена всех, кто держал здесь оборону. Всех, кого удалось найти и определить их личность. Их имена в алфавитном порядке расположены по внутреннему периметру башни. Их больше 40 тысяч. В середине башни купол, на который проецируется звездное небо. Постепенно звезды одна за одной превращаются в портреты тех самых людей, а потом в огни свечей. Мыс Хрустальный – это участок города, который видно с многих парадных мест. С центрального холма, с Приморского бульвара. До того, как туда запилили голубые унитазы, у него был запоминающийся выразительный силуэт. Бывшее здание гидрофиза и 60-метровая доминанта, обелиск, штык и парус. В народе его называют мечта импотента. Внутри объемов штыка и паруса есть пространство, разделенное на несколько уровней с остальными стремянками. Во времена моей юности на штык можно было без проблем подняться через люк и мини-тоннель. Когда дронов еще не было, это была единственная возможность посмотреть на Севастополь с такого ракурса. Сейчас, конечно, люк заварен. Позади штыка и паруса памятник солдату и матросу, который как бы дублирует смысл штыка и паруса для тех, кто не понял с первого раза. Флот и армия вместе и навсегда. Кстати, раньше этот монумент критиковали за то, что оба бойца идут в сторону моря, как бы убегают с поля боя. Партия даже назвала проект творческой неудачей. Но сейчас всем вроде нравится композиция. Самое удивительное, что когда-либо случалось с архитектурой Севастополя при моей жизни, происходит сейчас рядом с памятником солдату и матросу. Это огромный культурный кластер, в который в том числе входит театр оперы и балета, а вместе с ним Академия хореографии. Ее руководитель сам Сергей Полунин, тот самый танцор из альтернативного клипа Хазье «Take Me to Church». По идее, к 2024 году комплекс уже должны открыть. Кроме театра и академии, там будет музей обороны Севастополя, киноконцертный зал, музей искусств, учебный центр, яхт-клуб, виллы, отели и общежития. Концепт оперного театра разработало австрийское архитектурное бюро Копф-Химмельблау. Комплекс спроектирован из стекла и металла. Внутри будет два зала на 1300 мест. Репетиционные, административная часть, рестораны, панорамный балкон над морем. Еще по их проекту здесь будет музей искусств и жилой комплекс. В 2018 году Путин решил, что нужно построить культурные кластеры в 4 городах: в Ленинграде, Кемерово, Владивостоке и в Севастополе. Севастопольский и кемеровский проект разрабатывало австрийское бюро Вольфа де Прикса Копф-Химмельблау.
Архитекторы комплекса в Калининграде неизвестны, ни в каких официальных источниках они не упоминаются. Есть версия, что театр сделан все теми же австрийцами из Копхемельблау. На то и похоже. А вот музей не в их стиле, хотя из всей этой подборки его архитектура выглядит наиболее качественно. Проект на острове Русский во Владивостоке разработал «Стройгазмонтаж». На то и похоже. Ни в Севастополе, ни в Крыму объектов подобного уровня по сложности архитектуры в этом веке еще не строили. У местных теоретиков-архитекторов задымилось. Ходят по местным каналам три деда и защищают Севастополь от вторжения австрийского архитектора Вольфа де Прикса. Это основатель архитектурного бюро Копхемельблау. В мире архитектуры он крупная фигура. Он строит театры, университеты, главный шоурум BMW в Мюнхене. Вместе с Захой Хадид он преподавал в университете в Вене. Вряд ли он в курсе о противостоянии с защитниками. На его сайте севастопольского проекта даже нет, только проект в Кемерово. В профессиональном смысле он понес репутационные потери из-за того, что делал проект для Севастополя. Украина уже наложила на Прикса санкции, а ее амбассадоры постоянно штурмуют телефоны его бюро с угрозами засудить. Но он изначально знал, на что шел. Уверен, что когда ему этот проект предлагали, его предупреждали о возможных имиджевых проблемах, и он просто взял за них дополнительную цену. Я разложу плюсы и минусы этого проекта. Главный минус, от которого все проблемы и рождаются, это абсолютная закрытость процесса. Все решения принимаются в кулуарах. Хотя скорее это правило здешней игры. Официальных планов нигде до сих пор посмотреть нельзя. Только несколько анимаций и рендеров, которые подкинули местной прессе. Демократические инструменты здесь не очень эффективны. И хотя уровень вовлечения общественности в архитектуру города у нас небольшой, недовольные этим проектом нашлись. Но это указ президента. Процесс уже запущен. И даже если он и будет остановлен, то точно не из-за общественного недовольства. Сложности могут возникнуть при поиске инженеров, которые возьмутся за этот проект. Боллингер Громан — это крупное немецкое бюро. Оно часто делает расчетную часть для Копхемельблау. Но в этом проекте они участвовать отказались. А в мире не так много фирм, которые могут справиться с такой сложностью конструкции. Еще пример неработающего здесь демократического инструмента — это архитектурные конкурсы. В 2017 году провели один на концепт продолжения набережной на мысе Хрустальном. То есть именно на этом месте, где строится театр. Первое место заняла молодая архитектор Елена Белоус. Ее торжественно поздравили, а проект положили в стол и сейчас строят там совсем другое. В идеальном варианте конкурсы должны обеспечивать высокое качество архитектуры и архитектурной среды. Но здесь, даже если они и проводятся, то не дают никаких юридических гарантий победителям, что их проект будет построен. А это главное, на что ориентируются архитекторы, когда принимают в них участие. Потому что призовые суммы за первые, вторые и третьи места часто даже не могут покрыть затраченных ресурсов. Поэтому архитекторы в основном делают конкурсы авансом, в надежде получить контракт на выполнение рабочей документации, чтобы покрыть все расходы, в том числе и конкурсные. Это я сильно отошел от минусов проекта. Как уже было сказано, официального генплана не представлено. Если судить по тому, что утекло, то это едва можно назвать генпланом. Там вообще ничего не решено. Но все же, если допустить, что это он, то там нет связи с местностью, нет связи между объектами, они расположены случайно. Не решены общественные пространства, не решена транспортная схема, нет подъездов, нет парковок, архитектура школы балета на рендерах очень слабая. Также, когда проводились земельные работы, нашли керамическую мастерскую 4-3 веков до нашей эры. Это тоже должно быть отражено в планировке комплекса, но пока ничего нет. Эти все пункты могут быть просто пшиком, если этот генплан не актуальный, а скорее всего так и есть. Поэтому остается главный минус – закрытость процесса. В такого рода проектах должна быть адекватная обратная связь с общественностью. Ну а теперь плюсы проекта. Нулевой пункт поэтичный. Это то, что такая идея для Севастополя вообще возникла. Это мега круто. Огромные деньги будут потрачены вместо военки на культурный кластер. А теперь первый положительный пункт. Внешний облик театра даже на рендерах впечатляет. Можно спорить о вкусах, но ничего подобного в Крыму после распада СССР не строили. Это может стать местом притяжения людей со всей России. Если забыть на секунду об ограничениях, то и со всего мира. Может произойти так называемый эффект Бильбао, когда благодаря знаковой постройке плюс преобразованию городской среды город превращается в культурную точку притяжения за несколько лет. Остальные плюсы проекта пока обсуждать рано. Так что получается ничья, 1-1. Культурный комплекс на мысе Хрустальном должен был также включать в себя новую художественную школу. Но эта идея севастопольских архитекторов была проигнорирована застройщиком, как и в принципе все остальные их идеи.
Поэтому город выделил под художку другой участок, на красном спуске, между дорогами вниз на вокзал и вверх с вокзала. Участок потрясающий, с видом на бухту, с кораблями, на зеленую горку, но он отрезан с двух сторон очень загруженными дорогами, поэтому насколько это место подходит под школу, можно еще раз подумать. Но как раньше было сказано, такие вопросы решаются закрыто, а потом просто оглашается готовое решение, а мы радуемся, что хоть что-то дали. Так и здесь, участок выделили, все порадовались, и меня попросили набросать, как это может выглядеть, потому что несколько уже сделанных вариантов проекта на этом месте не удовлетворяли эстетическим пожеланиям. Сейчас покажу, что получилось, а в комментариях можно написать ваши мысли по этому поводу. Участок для проектирования новой художественной школы расположен на красном спуске, как уже было сказано, между двумя односторонними дорогами. Основной пешеходный подход к школе идет с лестницы от библиотеки Толстого. Здесь нужно перейти скоростную дорогу, поэтому нужно предусматривать светофор с лежачими полицейскими. Это замедлит движение, и мало кто из водителей такому порадуется. Но это решение вопроса безопасности детей, которые идут в школу. Другое возможное решение — это пешеходный мост через дорогу, который может быть использован также людьми, не имеющими к ней отношения. Новое здание школы трехэтажное. Из-за сложности рельефа войти в здание можно с разных уровней. Главный вход сделан с верхнего. Сюда есть подъезд для машин, чтобы родители могли привезти или забрать ребенка. Здесь также и служебный вход для работников. На этом же уровне есть выставочные и актовые залы, и административный блок. Они открыты для посетителей. Между двумя объемами есть небольшая терраса для ожидающих родителей и для персонала школы. Второй подъезд сделан к нижнему уровню. Туда доставляют материалы, продукты в буфет, и еще паркуются работники школы. Здесь есть кордонер с местами для сидения и деревом. Он переходит в террасу с видом на бухту. Она пешеходная, но в экстренном случае может быть использована для подъезда пожарной машины. Школьные мастерские и классы общего назначения располагаются в двух нижних уровнях, которые доступны только для учеников и сотрудников школы. Фасад верхнего уровня состоит из вертикальных элементов с каменной облицовкой. Они расположены близко друг к другу. Это дает затемнение для выставочных и актовых залов. Нижняя часть объема школы сделана с использованием арочных элементов разных размеров. Это реверанс классической архитектуре центрального Севастополя. Центральная лестница соединяет все этажи. Проемы в полу верхнего и среднего уровней формируют атриум, который освещается через световое окно в крыше. Мультифункциональная деревянная лестница-трибуна находится в середине этого пространства, как место, где собираются учащиеся. Архитектурное лицо Севастополя создавалось после войны комплексно, поэтому центр города смотрится так целостно. Сейчас на город тратится много денег, строится много новых объектов и инфраструктуры. И сейчас важно эту архитектурную целостность не потерять, чтобы город не превратился в парад разных идей без единого общего плана. И в этом лучше всего поможет хороший генплан. Ну и конечно, для общественных объектов нужно выбирать архитекторов на конкурсной основе, проводить презентации для взаимодействия с общественниками и так далее. Севастополь — это город у моря. Это дает ему много потенциала в разных направлениях, от военного до туристического и портового. Хотя он был создан как база военно-морского флота, перспектива закрытого военного города, каким он был во второй половине 20 века, не очень радужная для его жителей. Поэтому появление культурных объектов такого уровня, как культурный комплекс на Хрустальном, это хороший знак, что город идет по другому пути. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на инстаграм Архитрипа, он по ссылке в описании. А следующее видео будет из Гамбурга.